Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я вам покажу, как правильно делать фотографии своих работ. Ведь это очень важно, мастеру правильно себя преподносить. Итак, у меня здесь лежит клиентка, кстати, вы ее уже не раз видели в предыдущих выпусках. У нее сделано абсолютно все. И давайте начнем с бровей. Как я фотографирую бровки. Кстати, на данной модели как раз-таки волосковая техника, и ее я фотографирую немножечко из угла, чтобы угол не съедался. Вот посмотрите, с этого ракурса прекрасно все видно. А если же мы возьмем уже с этого ракурса, угол как будто съедается, и бровь такая неполноценная как будто. После этого, когда я выбрала ракурс, я говорю клиентке посмотреть в камеру. Давай посмотрим. И пальчиком нажимаю на бровь, чтобы поймать правильный фокус. Ну и фотографирую. Фотографирую очень много, делаю сразу 1000 фотографий, потому что у меня был случай, была очень красивая работа, я быстренько сфоткала, что-то замоталась, а потом пришла домой, и все фотки были смазаны. Конечно, я очень расстроилась. И после этого у меня прям пунктик по фотографиям, я много-много фотографирую, мучаю клиентку, но ну и ладно. Так. И с другой стороны тоже мы также фотографируем. Сразу обе бровки. Так, смотрим в камеру. Угу. Вот как раз мы видим зажившие стрелочки. Да? Стрелочки тоже можно очень красиво сфотографировать, но глазик уже должен смотреть прямо. Совсем не надо вот так закатывать, да, а то ну, некрасивый такой ракурс получается. Мы смотрим примерно вот сюда, также ставим фокус. И фотографируем. Глаза очень классно фотографировать с помощью вот такой макролинзы. Такую линзу я заказывала на AliExpress, стоимость порядка 1000 рублей. Можете посмотреть, там огромный выбор. У меня 13-й iPhone, поэтому я ставлю линзу на последнюю камеру. Вот таким образом. Да. И уже посмотрите, какой красивый кадр получается. Правой рукой я ставлю фокус для клиентки, куда она должна смотреть, потому что чаще всего клиенты смотрят в противоположную сторону от той, что нам нужно. Поэтому я выбираю красивый ракурс и уже фотографирую. С помощью макролинзы вокруг так красиво подразмывается, и фокус прям на том месте, которое нам и нужно показать. Также на макрокамеру очень красиво фотографировать пудровые брови, если вы Если вы хотите показать как раз свою пиксельность и красивое напыление. Губы тоже очень классно фотографировать на макрокамеру. Мы обязательно ставим фокус и вот таким образом фоткаем. Когда я фотографирую губки, прошу клиентку немножечко подрасслабить, открыть ротик. Угу. Вот. И есть таких два приема. Мы говорим клиентке сказать «о» или «у». Давай скажем «о». Вот, и губки такие пухленькие, красивые, получаются, раскрытые. Ну, либо «у» можно попробовать. Так, «у», скажу, чуть-чуть вытяни. Вот. Но это еще не все. Фотографии на этом, конечно же, не заканчиваются. Я продолжаю мучить свою клиентку, а она терпит, да? После ракурса лежа мы фотографируем клиентку обязательно в сидячем положении. Я ставлю лампу обязательно напротив лица, потому что если она будет выше, будет некрасивая тень. Ну и, соответственно, ниже будет то же самое. Поэтому освещение должно быть строго напротив лица клиентки. Итак, ну здесь уже все гораздо легче. Я фотографирую обязательно в фас. Опять же, ставлю фокус на серединке, на той зоне, которую мне нужно выделить, и фотографирую. После этого, чтобы составить вам в дальнейшем красивый коллаж, обязательно до фотографии должны быть в таком же ракурсе, как и после. То есть, например, если вы сфотографировали сбоку, в этом же ракурсе мы фотографируем после. Посмотри, пожалуйста, сквозь колечко. Кстати, очень красивая лампа-сердечко отражается в глазах, если вы заметили, такая небольшая фишечка, чтобы выделиться среди огромного количества работ. Я также ставлю фокус и фотографирую немножечко вот так сверху. И еще красивый ракурс можно, не изменяя положение лица, попросить клиентку глазиком посмотреть, да, вот так вот в камеру. Тоже очень красиво будет. Ну и то же самое я делаю с другой стороны. Я надеюсь, вам были полезны мои советы, как фотографировать клиента. Ну а как уже обработать эти фотографии, вы можете посмотреть в предыдущих выпусках.
Ну, либо найти ретушера, как делают многие. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пишите в комментариях темы, которые бы вам были интересны для просмотра. Пока-пока.